Всем привет! Вы на канале Твоя психология. Сегодня вы узнаете о том, что такое эмоциональная неустойчивость или невротизм. Скорее всего, вы замечали, что некоторые люди лучше контролируют свои негативные эмоции, чем другие. Причина этого может быть в разном уровне невротизма. Термин невротизм происходит от устаревшей концепции невроза. Но если невроз – это расстройство, невротизм – одна из черт личности человека, как, например, интроверсия или экстраверсия, которая в той или иной степени есть у всех людей. У кого-то высокий уровень, поэтому человек хуже справляется со стрессовыми ситуациями. У кого-то низкий, поэтому стресс переносится легко. Большинство людей находится где-то посередине этой градации. Невротизм, как правило, включает в себя тревогу, депрессию и низкую самооценку. У вас, скорее всего, высокий уровень эмоциональной неустойчивости, если вы часто беспокоитесь о мелочах и склонны к тревоге. Вас легко вывести из себя, у вас часто меняется настроение, но большую часть времени вы подавлены. Давайте подробнее рассмотрим признаки невротизма на примере. Это Иван. У него высокая степень невротизма. Он эмоционально неустойчив. Ему сложно управлять своими эмоциями и поведением. Окружающие замечают, что его настроение может измениться буквально за секунду. Хотя чаще всего им владеют негативные эмоции – грусть, гнев, беспокойство, раздражение. Он часто совершает импульсивные поступки. Иван часто избегает ответственности, бывает капризен и обидчив. В то же время застенчив, не любит привлекать к себе внимание и боится негативной оценки от других людей. Иван не уверен в себе и часто чувствует себя беспомощным и слабым, неспособным справиться с жизненными трудностями. Ему все время кажется, что случится что-то плохое. Если это что-то действительно случается, Иван легко впадает в отчаяние и депрессию. Ему крайне сложно работать в стрессовых ситуациях. Он перфекционист и уделяет много времени мелочам, постоянно анализирует вероятность неудачи, имеет привычку зацикливаться на ошибке, даже если прошло много времени. Если Иван попадает в неприятную для него ситуацию, он быстро закипает и медленно успокаивается. Его легко заставить переживать или расстроиться. Любой пустяк может довести его до крайности и испортить день. Часто Иван чувствует себя виноватым. Он постоянно извиняется за каждую мелочь. При этом не упускает возможности пожаловаться на жизнь, чем иногда докучает окружающим. Часто просит помощи вместо того, чтобы разобраться самому со своими проблемами. А это Таня. Она обладатель низкой степени невротизма, то есть она эмоционально устойчива. Таня не склонна расстраиваться из-за пустяков. Ее настроение чаще всего хорошее, она редко грустит. Девушка чувствует себя самодостаточной и приспособленной к жизни. Таня редко кому-то завидует. Она трезво оценивает свои недостатки и достоинства. И чаще всего уверена в своих силах. Ей легко сохранять спокойствие в стрессовых ситуациях. Ее тяжело вывести из себя. Как вы думаете, на кого вы больше похожи? Напишите в комментариях. А если вы еще не подписаны на наш канал, то самое время подписаться. Это были примеры двух полюсов невротизма. Но есть много людей, расположенных посередине, в которых уживаются и Таня, и Иван в каком-то соотношении. Важно помнить, что эмоциональная неустойчивость не делает вас плохим человеком, но она может повлиять на вашу жизнь, улучшить или ухудшить ее. Например, высокий уровень невротизма помогает людям добиваться успеха из-за повышенного внимания к рискам и анализа негативных результатов, а также стремиться к идеалу. Как обладатель высокого уровня невротизма, вы, скорее всего, хорошо понимаете чувства других людей и, вероятно, неравнодушный человек, всегда заботитесь о том, кто в этом нуждается. С другой стороны, эмоциональная неустойчивость может создать проблемы. Например, если вы не можете справиться со своими негативными эмоциями и мыслями. В худшем случае невротизм может спровоцировать развитие психического расстройства, например, депрессии или одного из тревожных расстройств. Но можно ли вылечить невротизм? Как черта личности, невротизм не является болезнью, однако вы можете стать более спокойным и размеренным человеком. Если у вас есть естественная склонность к эмоциональной неустойчивости, лучшее, что вы можете сделать, это принять ситуацию, а затем работать над собой, чтобы извлечь из нее максимум пользы. Если вы сможете научиться лучше управлять своими негативными эмоциями и мыслями, вы сможете взять свою невротичность под контроль. Советы, как это сделать, есть в наших видео о контроле эмоций и управлении стрессом. А на этом все. Спасибо нашим спонсорам за поддержку. Оформить спонсорство можно, нажав на кнопку «Спонсировать» под любым нашим видео. Всем пока!